Австралия — это континент, полный загадок, причудливых существ и богатой культуры, который привлекает внимание исследователей, натуралистов и путешественников со всех уголков Земли. Этот уникальный и разнообразный мир предлагает невероятные природные явления и удивительные экосистемы, которые переплетены с историями о людях, живущих здесь на протяжении тысячелетий. Австралия — это не просто место, где можно увидеть красивые пляжи и величественные горы, но и континент, где исторические и культурные элементы сочетаются с дикой природой. В этом видео мы представим 20 самых странных и удивительных вещей, найденных на этом чудесном континенте. Каждое из этих открытий имеет свои уникальные характеристики и истории, способные увлечь и вдохновить на дальнейшие исследования, а также показать, насколько разнообразным и интересным может быть мир вокруг нас. Огни Мин-Мин. В удаленных и загадочных уголках Австралии можно наблюдать загадочные светящиеся шары, известные как огни Мин-Мин. Эти прелестные, но одновременно немного пугающие огни привлекают внимание как местных жителей, так и туристов, вызывая не только страх, но и неподдельный интерес. Светящиеся точки способны менять цвет и перемещаться по небу, создавая эффект неопределенности и мистики. Ученые пытались объяснить это явление, выдвигая различные теории. Некоторые утверждают, что это миражи, создаваемые атмосферными условиями, а другие предполагают, что огни могут быть связаны с биолюминесцентными насекомыми, такими как светлячки или даже с отражениями света от объектов. Несмотря на многочисленные исследования, огни Мин-Мин остаются одной из самых больших загадок континента, что делает это явление объектом интереса для многих специалистов в области науки и мифологии, и его исследование продолжается. Самое большое растение в мире. В заповедных водах Западной Австралии было обнаружено самое большое растение в мире — гигантский подводный лук водоросли, известный как Посейдония южная. Это удивительное существо разрастается на десятках километров подводного пространства, создавая уникальную экосистему для множества морских обитателей. Генетический отпечаток этого растения идентичен всему подводному пространству, что делает его важным индикатором для изучения подводной среды и биоразнообразия региона. Посейдония южная играет важную роль в поддержании жизни в морских экосистемах, обеспечивая среду обитания для различных рыб и других морских существ, а также функционирует как природный фильтр, очищая воду и способствуя фотосинтезу. Это растение стало предметом научных исследований, поскольку его состояние является индикатором здоровья морских экосистем, что подчеркивает важность защиты морских природных ресурсов Австралии. Йови. Йови — это мифическое волосатое существо, которое вызывает множество дискуссий и эмоций. Похожее на снежного человека, это загадочное создание описывается как затворническое и страшное, с характерными чертами, которые часто вызывают у людей любопытство и страх. Описание Йови варьируется в зависимости от свидетелей, но обычно оно ассоциируется с большими размерами и покрытым мехом телом. Несмотря на отсутствие явных научных доказательств существования Йови,
сообщения о наблюдениях за ним продолжают поступать и поддерживают интерес к мифологии и легендам Австралии. Эти истории передаются из уст в уста, вызывая как восхищение, так и скептицизм. Многие исследователи пытаются выяснить истину о существовании Йови, проводя новые экспедиции и собирая информацию от местных жителей, тем самым сочетая науку с культурной мифологией региона. Мощный орел Гафа. На континенте обитала гигантская хищная птица, известная как Дино-та-эту-гади или мощный орел Гафа, обладающая размахом крыльев более 3 метров. Это впечатляющее создание считалось одним из самых высоких хищников своего времени и, безусловно, вызывало страх у других животных. Эти хищные птицы обладали устрашающим обликом и были основными хищниками, планировавшими свои охоты на крупных животных эры Плейстоцена. Они вымерли, предположительно из-за уменьшения источников пищи, вызванного изменениями в экосистеме и вымиранием других видов животных. Это исчезновение делает их вымирание одной из значительных утрат для уникальной флоры и фауны Австралии, еще раз подчеркивая важность сохранения биоразнообразия на континенте и понимания процессов, которые влияют на выживание различных видов. Суумчатый волк. Тасманийский волк, также известный как сумчатый волк, был одним из самых интересных видов хищных сумчатых млекопитающих, известных на сегодняшний день. Последнее его официальное наблюдение датируется 1936 годом, и с тех пор это загадочное существо стало предметом многочисленных научных экспедиций и интереса со стороны исследователей-натуралистов. Несмотря на его исчезновение, постоянные сообщения о встречах и наблюдениях за ним продолжают поступать, вызывая надежду на то, что этот редкий вид все еще может существовать в отдаленных регионах Австралии. Существуют даже группы энтузиастов, которые организуют экспедиции в поисках сумчатого волка, сочетая научные исследования с охраной окружающей среды и восстановлением естественных местообитаний, которые могли бы помочь в его защиту. Речная черепаха из реки Мэри. На юго-востоке Квинсленда обитает уникальная речная черепаха, обладающая яркими физическими характеристиками, которые делают ее не похожей на любые другие виды черепах. Эта черепаха имеет зеленый ирокез из водорослей на голове и длинный хвост, придающий ей необычный внешний вид. Обособившись от других видов более 40 миллионов лет назад, она прошла путь эволюции, адаптируясь к условиям своего окружения. К сожалению, этой красочной черепахе угрожает множество опасностей, включая загрязнение водоемов, незаконную торговлю и деградацию среды обитания. Эти угрозы становятся все более актуальными, и усилия по охране данной черепахи становятся важными для сохранения экосистемы реки Мэри, что подчеркивает необходимость комплексного подхода к сохранению редких и уникальных видов. Ярко-розовый слизняк. В 2013 году на вершине потухшего вулкана в Новом Южном Уэльсе был обнаружен ярко-розовый слизняк, вызывающий удивление у ученых. Это удивительное существо может достигать длины до 20 и ведет уединенный образ жизни, продолжая оставаться загадкой для натуралистов. Слизняк сохранился благодаря геологическому прошлому Австралии,
которая обеспечивала безопасную среду обитания для его вида. Не ядовитый и имеющий яркий цвет, этот слизняк использует свою окраску для маскировки, что помогает ему укрываться от возможных хищников. Исследования этого слизняка могут дать важную информацию о биоразнообразии и экосистемах Нового Южного Уэльса, а также о том, как животные адаптируются к своей среде. Кратер Яра-Буба. Кратер Яра-Буба, образовавшийся около 2 миллиардов лет назад, считается одним из самых загадочных геологических образований на континенте и, возможно, положил конец ледниковому периоду. Исследования этого кратера сосредоточены на минералах, содержащих уран, которые были собраны с разных глубин. Несмотря на то, что глубина кратера со временем уменьшается, его значение для геологии и истории континента остается неизменным. Кратер привлекает внимание ученых, желающих лучше понять геологические процессы, происходившие на Земле, и его изучение помогает расширить наши знания о прошлом планеты, а также о том, как ее климат и экосистемы изменялись с течением времени. Гигантский паук-люк. Недавно был обнаружен гигантский паук-люк, который представляет собой важный объект для изучения эволюции пауков в Австралии. Этот вид жил 11-16 миллионов лет назад в Миоцене и интересен своими размерами, которые в 5 раз превышают размеры современных видов пауков. Обитая в тропических лесах, это существо занимало уникальную нишу в своей экосистеме, питая свою популяцию от мелких животных и насекомых. Это открытие помогает специалистам лучше понимать, как различные виды пауков эволюционировали и адаптировались к изменяющимся условиям окружающей среды, предоставляя ценную информацию для будущих исследований в области зоологии и экологии. Дипротодон. Дипротодон — это древнее суумчатое животное, которое когда-то охватывало австралийский континент в своей естественной среде. Это впечатляющее создание могло достигать 2 метров в высоту и весить более 2,5 тонн. Питаясь травой, оно требовало до 150 листвы в день и жило группами, чтобы обеспечить себя защитой от хищников. Это удивительное животное вымерло, оставив после себя лишь свои кости, которые становятся важной частью палеонтологических исследований. Поиск и сбор этих ископаемых позволяет ученым узнать больше о жизни и поведении дипротодонов, а также о том, как климатические изменения влияли на их существование, что может помочь в понимании современных процессов вымирания видов. Утконос. Утконос — это уникальное млекопитающее, которое обладает чертами нескольких разных животных и, следовательно, представляет большой интерес для ученых и натуралистов. Это необычное существо откладывает яйца, что делает его одним из немногих млекопитающих, имеющих такую особенность. У него утиный клюв и рога в задней части тела, что придает ему экзотический вид. Утконос находит свое место в экосистеме как важный хищник, регулируя популяции беспозвоночных. Однако его существованию угрожают изменения в среде обитания и загрязнения, и сохранение этого вида становится важным для защиты уникального биоразнообразия, которое мы имеем. Тернистый дьявол. Тернистый дьявол, также известный как молох, это ящерица, обитающая в песчаных пустынях Австралии и имеет адаптации,
позволяющее ей выживать в суровых условиях. Эта ящерица покрыта колючими шипами, которые служат защитным механизмом против хищников. Молох не только темный хищник, но и способен собирать дождевую воду и росу, направляя жидкость в рот, что помогает ему выжить в условиях засушливого климата. Его безобидный характер и уникальные приспособления делают тернистого дьявола живым свидетельством биоразнообразия и красоты природы Австралии, а также важным объектом для изучения в контексте адаптации видов к экстремальным климатическим условиям. Яйца глубоководных акул. В 1989 и 2011 годах в австралийских водах были найдены яйца с уникальными продольными гребнями. Эти яйца принадлежат новому виду глубоководных кошачьих акул-демонов. Ученые провели анализ, чтобы подтвердить, что яйца принадлежат этому новому виду, и назвали его Apritulus avica rucadu. Эти находки играют важную роль в понимании морских экосистем и процесса размножения животных, обитающих на больших глубинах. Исследования, связанные с этими яйцами, могут пролить свет на биологию и поведение глубоководных существ, а также на влияние изменения климата на морские экосистемы Австралии, что указывает на необходимость защиты океанских и морских ресурсов. Зуб мегалодона. В 2018 году на пляже в Виктории был найден массивный зуб мегалодона длиной 7 см, что стало значимым открытием для палеонтологии. Ученые обнаружили еще 40 зубов, что сделало это открытие уникальным и важным для понимания экосистем в прошлом. Мегалодон был легендарным существом, упоминаемым в морских преданиях, и мог достигать длины около 9 метров, что делало его одним из самых грозных хищников своего времени. Это открытие дало ученым возможность лучше понять морскую биологию и экосистему того времени, а также углубило наше понимание изменчивости и адаптации видов на протяжении миллионов лет. Открытия, сделанные на австралийском континенте, становятся важным дополнением к палеонтологической летописи, и их значение все больше осознается учеными и экологами. Эти находки могут дать ключ к пониманию изменений, происходивших на Земле, и их влияния на окружающую среду и видовой состав. Наша планета полна удивительных существ и явлений, которые нуждаются в защите и исследовании. В видео мы стремились передать уникальность и разнообразие австралийской природы, а также важность защиты экосистем, которые становятся все более уязвимыми. Если вам понравилось это видео, не забудьте оценить его, подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные материалы о невероятном мире природы и о том, как мы можем помочь сохранить это богатство для будущих поколений.